Всем привет! Сегодня приготовим меню на пасхальный стол из 10 блюд. Первым приготовим легкий, красивый и очень вкусный салат. Он прекрасно впишется на любой праздничный стол и не только. Большой пучок листьев салата нарезаем на более мелкие куски. Салат выкладываем на большое плоское блюдо. Равномерно его распределяем. Диаметр моего блюда 32 см. 200 грамм помидоров черри разрезаем на четвертинки. Помидоры в хаотичном порядке выкладываем сверху на листья салата. Одну вареную свеклу нарезаем кубиками. Для салата понадобится одна свекла среднего размера. Кубики свеклы в произвольном порядке выкладываем на блюдо с листьями салата и помидорами. На сковороду насыпаем 50 грамм кунжутных семечек. Обжариваем их на среднем огне до легкой золотистости. Семечки обязательно перемешиваем, так как они очень быстро могут пригореть и будут горчить. Поджаренный кунжут сразу же перекладываем в тарелку, чтобы остановить процесс приготовления. На сковороде не оставляйте остывать. 250 грамм сыра фета нарезаем кубиками. Кубики феты кладем в уже остывшие кунжутные семечки. Обваливаем их со всех сторон. Фету обваливаем не всю сразу, а небольшими порциями. Так кусочки сыра останутся более ровные и не развалятся. Фету в кунжуте красиво выкладываем сверху на салат. А вам нравятся такие хаотичные салаты или вы больше предпочитаете салаты, приготовленные слоями? Пишите свое мнение в комментариях. Готовим заправку для салата. В мисочку наливаем 4 столовых ложки оливкового масла. Его можно заменить любым растительным маслом. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Его можно заменить лимонным соком или столовым 9% уксусом. Кладем 2 чайных ложки горчицы с зернами и добавляем 1 чайную ложку горчицы. Сюда же наливаем 1 столовую ложку меда. Насыпаем пол чайной ложки соли. И добавляем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Все перчим черным молотым перцем. Через пресс выдавливаем 1-2 зубчика чеснока. Все перемешиваем 1-2 минуты до образования эмульсии. Приготовленной заправкой равномерно поливаем салат сверху с помощью ложки. Салат готов, можно подавать на стол. Яркий салат с фетой, свеклой и свежими овощами готовится просто и быстро. Он не только вкусный, но и эффектно смотрится, поэтому подойдет и для повседневного, и для праздничного меню. Обязательно его приготовьте, это очень вкусно. Второй приготовим необычную салат-закуску в виде цветка. Приготовление максимально простое, а результат потрясающий, ярко, необычно и очень красиво. Длинный огурец нарезаем тонкими пластинками. Нарезать лучше всего овощечисткой, так полоски получаются максимально тонкими и хорошо гнутся. В процессе нарезания огурец переворачиваем. Полоски из центральной части огурца, где много семечек, не подходят, так как они рвутся. Мне для закуски понадобилось 2 длинных огурца. Берем 300 грамм уже готовой морковки по-корейски. Разрезаем ее несколько раз на более мелкие кусочки. Складываем салат-закуску. На большое плоское блюдо выставляем пластинку огурца. Кладем подготовленную морковь по-корейски. Заворачиваем огурец. Получился вот такой лепесток.
Снова ставим пластинку из огурца и заполняем ее морковкой. В каждую пластинку огурца кладем примерно 2-3 столовых ложки морковки. Таким методом складываем весь салат. У меня получилось 9 лепестков на блюде диаметром 26 см. Один помидор разрезаем пополам. Одну из половинок помидора нарезаем тонкими пластинками. Пластинки помидора равномерно сдвигаем, чтобы получилась вот такая лента. Аккуратно все скручиваем в цветок. Цветок из помидора ставим в центр салата. По желанию центр салата можно украсить помидором, нарезав его небольшими кубиками. Блюдо готово, можно подавать на стол. Салат-закуска «Цветок» получилась очень красивой и эффектной. Готовится просто и достаточно быстро. Такое блюдо прекрасно подходит для любого праздничного стола. Третьим приготовим аппетитный и эффектный рулет с сыром, фаршем и морковью. В миску разбиваем 4 яйца и немного перемешиваем. Добавляем 50 грамм сметаны. И еще я добавила 1 чайную ложку куркумы для придания рулету красивого желтого цвета. Все перемешиваем венчиком до однородной массы. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. В подготовленные яйца насыпаем тертый сыр. Все перемешиваем. Приготовленную массу выкладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Равномерно ее разравниваем ложкой в прямоугольник размером примерно 35 на 25 сантиметров. Ставим в духовку разогретую до 180 градусов, запекаем примерно 15-20 минут. Достаем готовый корж и перекладываем на решетку. Даем немного остыть. Берем 400 грамм фарша, солим его и перчим черным молотым перцем. Добавляем 1 чайную ложку молотой сладкой паприки. Все перемешиваем. Я использую свино-говяжий фарш, но также можно взять куриный или свиной. Сырно-яичный корж уже остыл, переворачиваем его вверх дном. Сверху выкладываем подготовленный фарш. Распределяем его по всей поверхности коржа. Сверху кладем листы нори. Мне для рулета понадобилось 3 листа. Если листы нори не подходят по размеру, то разрезаем их до нужного размера и кладем с небольшим нахлестом. Берем еще 50 грамм сыра и тоже трем его на мелкой терке. Равномерно посыпаем тертым сыром нори по всей поверхности. С края, который ближе к себе, выкладываем морковь по-корейски. Ее понадобится 150 грамм. Вместо морковки по-корейски можно использовать пассерованную морковь. Все сворачиваем в плотный рулет с помощью пергамента. Также этот рулет можно приготовить и без нори. Тоже получится вкусно, но уже не будет такого красивого разреза. Рулет заворачиваем в пергаментную бумагу со всех сторон. Ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем рулет примерно 40-45 минут. Готовый рулет оставляем остывать при комнатной температуре. А когда остынет, ставим в холодильник охлаждаться и стабилизироваться.
Я оставила рулет на целую ночь. Остывший рулет нарезаем порционными кусками. Красиво выкладываем на блюдо. Подаем на стол. Рулет с сыром, фаршем и морковью вышел невероятно вкусным и очень привлекательным на вид. Готовится из доступных ингредиентов, а смотрится необычно и эффектно. И самое главное, такой рулет можно приготовить заранее, за день или даже два до торжества. Рулет прекрасно держит форму, остается сочным и экономит ваше время в день подачи. Следующим приготовим салат с огурцами и колбасой. Он сытный и легкий в приготовлении. Сначала подготовим ингредиенты. Один большой огурец нарезаем сначала вдоль на пластинки, а затем брусочками. Колбасу нарезаем кружочками. Получившиеся кружочки режем брусочками. Понадобится 200 грамм колбасы, ее можно заменить ветчиной. 2 вареных яйца нарезаем кубиками. Сыр трем на крупной терке. Понадобится 100 грамм сыра. Я использую голландский сыр. В миску кладем колбасу, нарезанные огурцы, сыр и яйца. Салат по желанию немного солим, но не забываем, что колбаса и сыр уже соленые. Перчим черным молотым перцем. Заправляем салат майонезом. Все перемешиваем. Салат готов. Выкладываем его на красивое блюдо и подаем на стол. Салат с огурцами и колбасой получился очень вкусным. Сытность салату придает колбаса и сыр, легкость и свежесть огурец. Готовится салат очень просто и быстро. Пятой приготовим рыбную тарелку с красной рыбой, копченой и соленой скумбрией. Берем копченую скумбрию и делаем надрез по всему хребту. Аккуратно руками отделяем мякоть от костей. Я купила рыбу уже без головы и внутренностей. Точно так же отделяем вторую часть филе от хребта и костей. Те кости, которые остались, вынимаем. Срезаем плавники. Филе скумбрии нарезаем порционными кусочками. Шкуру я не снимала, чтобы рыба красивее смотрелась на тарелке, но по желанию ее можно снять. Подготовленную скумбрию выкладываем на круглое блюдо с одной стороны. Сначала кладем одну половинку рыбы и рядом с ней выкладываем вторую часть. Соленую скумбрию также нарезаем порционными кусочками. Я ее предварительно очистила от костей точно таким же методом, как показала на копченой скумбрии. Кусочки соленой скумбрии выкладываем на другую половину блюда. В середину блюда сверху на скумбрию с одной стороны выкладываем листья салата. Филе красной соленой рыбы нарезаем полосками. Понадобится примерно 150-200 грамм красной рыбы. Каждый кусочек складываем гармошкой и выкладываем на блюдо между скумбриями. В центр насыпаем одну банку черных оливок без косточек. Сюда же насыпаем еще одну банку зеленых оливок без косточек. Лимон разрезаем пополам. Примерно четвертую часть лимона нарезаем тонкими пластинками. Пластинки лимона складываем пополам и вставляем по бокам блюда.
Рыбная тарелка готова, можно подавать на стол. Рыбная тарелка получилась очень красивой, готовится она просто и быстро. Такую тарелку можно приготовить заранее, накрыть пищевой пленкой и хранить в холодильнике до прихода гостей. Шестой приготовим максимально простую и быструю закуску из тортильи, овощей и ветчины. Такую закуску сможет приготовить каждый. Огурец нарезаем сначала пластинками, а затем получившиеся пластинки режем брусочками. Ветчину тоже нарезаем сначала пластинками. А затем брусочками. Кладем лист тортильи. Я использую мультизерновую тортилью, но можно взять любую. Сверху лист тортильи смазываем плавленым сыром. Я использую плавленый сыр янтарь, его понадобится 160 грамм. На часть тортильи кладем салатные листья. На листья выкладываем полосками ветчину. И рядом с ветчиной кладем полоски огурца. Все скручиваем в рулет. Таким методом готовим все рулетики с начинкой. У каждого рулета срезаем края и разрезаем его сначала пополам, а затем каждую половинку разрезаем еще раз пополам наискосок. Закуску красиво выставляем на блюдо. Подаем на стол. Закуска из тортильи с огурцом и ветчиной получилась необычная и очень вкусная. Такая закуска красиво смотрится на столе, нравится всем и взрослым, и детям. Седьмой приготовим закуску с грибами в лаваше. Готовится она несложно и прекрасно подходит как на праздник, так и на каждый день. Сначала приготовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Берем полкилограмма шампиньонов, моем их и нарезаем кубиками. На горячую сухую сковороду кладем подготовленные грибы. Готовим их на большом огне, периодически перемешивая. Когда испарится вся жидкость со сковороды, наливаем немного растительного масла и кладем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами на среднем огне до золотистости лука. В конце приготовления грибы солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем и снимаем с огня. Берем тонкий лаваш и нарезаем его на кружочки. Желательно использовать тонкий и мягкий лаваш, чтобы при выкладывании его в формочку он не трескался. Я вырезала 12 таких кружочков. Каждый кружок лаваша кладем в формочку. Наполняем все формочки приготовленной начинкой из грибов. Сначала я выкладываю по 1 столовой ложке начинки, а затем равномерно распределяю оставшуюся начинку. Готовим заливку. 150 грамм сыра трем на мелкой терке. В миску разбиваем 4 яйца. Наливаем 100 мл молока. Все перемешиваем венчиком до однородной массы.
В эту массу добавляем тертый сыр. Все перемешиваем. Приготовленную заливку выливаем в каждый кекс. Равномерно ее распределяем по всем закускам. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 20 минут. Готовую закуску украшаем листиком петрушки. Вынимаем ее из формочек и переставляем на блюдо. Закуска с грибами в лаваше получилась красивой и очень вкусной. Готовится несложно и достаточно быстро. Большим плюсом такой закуски является то, что не нужно замешивать тесто. Восьмым блюдом на горячее приготовим мясо в духовке с грибами. Получается вкусно, сытно и красиво. В мисочку кладем 3 ломтика белого хлеба, предварительно разделив их на более мелкие части. Все заливаем водой и оставляем на 10 минут. Одну луковицу нарезаем произвольными кусками. Нарезанный лук кладем в чашу измельчителя. К нему добавляем 2-3 зубчика чеснока. Хлеб уже размяк. Вынимаем его из мисочки и отжимаем лишнюю воду. Хлеб кладем в чашу измельчителя. Все измельчаем до однородности. В большую миску кладем 600 грамм фарша. У меня фарш свиной. Можно взять и любой другой. Добавляем подготовленный хлеб с луком и чесноком. Все солим примерно половиной чайной ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Подготовленный фарш выкладываем на блюдо. Выравниваем его, формируя прямоугольник. Разделяем фарш на 9 примерно одинаковых частей. На противень ставим кулинарное кольцо и его заполняем фаршем. Фарш хорошо трамбуем ложкой. Желательно противень предварительно заселить пергаментной бумагой. Аккуратно снимаем кольцо, и получается вот такая ровная и красивая котлета. Так делаем все 9 котлет. Диаметр кольца 8 см. Вместо кольца можно использовать разрезанную пластиковую бутылку. Готовим начинку. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. Шампиньоны моем и нарезаем кубиками. Понадобится 300 грамм грибов. На горячую сковороду кладем нарезанные грибы. Обжариваем их без добавления масла на большом огне до испарения всей жидкости. Как только жидкость испарилась, наливаем немного растительного масла. Добавляем нарезанный лук. Обжариваем лук с грибами примерно 2-3 минуты. Спустя 3 минуты добавляем тертую морковь. Обжариваем еще 2-3 минуты. В
В конце начинку солим и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. В готовую грибную начинку добавляем 1 яйцо и перемешиваем. Начинку аккуратно выкладываем сверху на котлеты. Сыр трем на крупной терке. Понадобится примерно 200 грамм сыра. Каждую котлету с начинкой сверху посыпаем тертым сыром. Все ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекаем примерно 25-30 минут. Блюдо готово, достаем его из духовки. Сразу же выкладываем на большое блюдо. Украшаем укропом или петрушкой. Подаем на стол в горячем виде. Горячее блюдо из мясного фарша с грибами получилось очень вкусным и готовится из самых обычных продуктов. С его приготовлением справится каждый. Следующий приготовим творожную паску без дрожжей. Мягкая, влажная середина и нежный цитрусовый аромат. Это просто объедение. К тому же готовится она легко и быстро. Идеально для пасхального стола. Берем 300 грамм творога и измельчаем его погружным блендером до получения гладкой однородной массы. Также творог можно перетереть через сито с помощью ложки. Я использую творог жирностью 9%. В отдельную миску разбиваем 3 яйца. Насыпаем щепотку соли. Начинаем взбивать яйца и постепенно насыпаем 180 грамм сахара. Все взбиваем около 4 минут до побеления и образования плотной пены. В взбитые яйца добавляем перетертый творог. Опять перемешиваем. Сюда же добавляем 70 грамм растопленного, но не горячего сливочного масла. Насыпаем 10 грамм ванильного сахара. Добавляем цедру 1 лимона. Снимаем только желтую часть. Я предварительно лимон помыла и обдала кипятком, чтобы смыть жирную пленку. Все перемешиваем миксером. Вместо лимона можно использовать апельсин. В сито насыпаем 200 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. Просеиваем в тесто. Перемешиваем миксером. Муку всю сразу не насыпайте, смотрите по консистенции теста. Так как творог бывает разной влажности, то муки может понадобиться немного больше или меньше. Тесто должно получиться мягкое, но в то же время оно не должно растекаться по миске. В готовое тесто насыпаем 100 грамм цукатов. Все перемешиваем лопаткой. Вместо цукатов можно добавить изюм. Тесто разделяем на 3 примерно одинаковые порции и выкладываем в формочки. Диаметр моих формочек 9 см, а высота 8. В каждую формочку я выложила 330 грамм теста. Для того, чтобы выровнять верх пасочки, на лопатку наливаем немного растительного масла и аккуратно разравниваем тесто. Формы с тестом ставим на противень. Все ставим в духовку на уровень ниже среднего. Духовка должна быть предварительно разогрета до 160 градусов. Выпекаем примерно 45-50 минут. Обязательно проверяйте готовность деревянной шпажкой. Она должна выйти сухой. Если палочка выходит с мокрым тестом, то пеките дольше.
Готовые пасочки накрываем полотенцем и оставляем остывать. Готовим глазурь для украшения. В мисочку наливаем 30 мл теплой воды. Постепенно добавляем сухое молоко и тщательно перемешиваем. Затем добавляем сахарную пудру. Продолжаем всыпать и мешать, пока масса не станет плотной. Четких пропорций нет, поэтому берите сахарную пудру и сухое молоко в примерно равных количествах. Поскольку сухое молоко может отличаться у разных производителей, вам может понадобиться разное его количество. В моем случае ушло около 100 грамм сухого молока и столько же сахарной пудры. Готовая глазурь должна получиться густой и практически не растекаться. Приготовленного количества глазури хватает ровно на 3 пасочки. Перед украшением с уже остывших пасок снимаем бумажные формочки. Приготовленной глазурью смазываем пасочки сверху. Сразу же посыпаем украшениями. Я украсила цукатами. Паски получились невероятно вкусные, с мягкой влажной серединой и ярким цитрусовым ароматом. Они станут настоящим украшением вашего пасхального стола, а готовятся они проще, чем кажется. И последними приготовим пасхальные яйца с вот таким необычным и очень красивым рисунком. Берем 3 больших сырых свеклы, трем их на мелкой терке. Можете воспользоваться механической или электрической теркой. В свеклу наливаем 2 столовых ложки 9% уксуса. Все хорошо перемешиваем. Используйте стеклянную или нержавеющую посуду. Для покраски берем уже вареные яйца и кладем их в свеклу. Аккуратно их закладываем тертой свеклой со всех сторон. Мне в миску за один раз поместилось 8 яиц. Яйца оставляем краситься на 1-2 часа. Если оставить яйца краситься дольше, то они становятся более темные. Через 1 час достаем яйца из свеклы. Быстро и аккуратно промываем яйца водой. Чтобы придать яйцам красивый блеск, покрываем их маслом. Наносим небольшое количество растительного масла на руки и обмазываем каждое яйцо. Можете заметить, что у меня есть яйца темные и светлые. Темные окрашивались всю ночь, а светлые примерно 1 час. Крашеные яйца красиво выкладываем на блюдо. Пасхальные яйца, покрашенные свеклой, получились необычными и красивыми. Готовятся несложно и, главное, без синтетических красителей. Их настолько легко готовить, что справится каждый.